Простой вопрос. Что можно увидеть за неделю в Норвегии? Да много всего. Вот это, вот это, вот это и даже вот это. И еще миллион разных мест. Я же в свои первые 7 дней в Норвегии сумел в деталях рассмотреть только этот номер. Все потому, что по прилету в страну меня посадили на карантин. Но давайте обо всем по порядку. Как обычно, путешествие начинается с боковой проходки меня перед камерой. Так что давайте не изменять традициям. Да, и еще путешествие начинается с покупки билетов на авиасейлс. Я вам много раз об этом уже рассказывал, но будем считать, что это простое напоминание. Типа, я сказал, а вы услышали. По прилету в страну меня в сопровождении местных полицейских посадили в автобус, наполненный преимущественно пакистанцами, и довезли до отеля Radisson Blu. Здесь, в одноместном номере, мне предстояло чалиться ближайшую неделю. В этом номере размером 19 квадратных метров в принципе было все для комфортной изоляции, включая телевизор, чайник, ванные принадлежности, набор странных картин и самое главное еда, которую 5 раз в день тебе приносили прямо под дверь. Значит, в сутки этот номер стоит около 200 баксов, но я из этой суммы заплатил всего лишь 50, а все остальное покрыло государство. Это в принципе все, что вам необходимо знать о Норвегии. Короче, это был такой бюджетный микроотпуск за счет королевства, где я в течение 7 дней пытался развлекаться как мог. Читал, смотрел ютубчик, занимался физкультурой и всячески морально разлагался. Это было довольно странное время, когда ты вроде бы находишься в новой стране, но посмотреть ее пока не можешь, поскольку тебе запрещено покидать территорию своего отеля. По окончанию срока я сделал ПЦР и был отпущен на волю, чтобы наконец-то увидеть Осло, город, в котором я до этого никогда не был. Что вам касательно рассказать за Осло? В целом, это типичная скандинавская столица со всеми необходимыми атрибутами. Здесь есть дом со шпилем, на который можно посмотреть, большой зеленый парк, памятник известному местному чуваку, которого мы с вами, скорее всего, не знаем, и классная скандинавская архитектура. Ну и еще непонятные скульптуры, лодочки, удобный общественный транспорт и крутейшие жилые кварталы, которые мы чуть позже посмотрим. В общем, погнали в город. Я приехал в Норвегию в первую очередь за красотой, но не рассказать об экономической и социальной составляющей я, естественно, не могу. Так что сорян, сейчас будет еще один кусок про богатую процветающую страну. Я думаю, нет смысла в деталях рассказывать о том, что Норвегия — это одна из самых передовых стран не только Европы, но и всего мира. И Осло — это как бы обложка всей этой движухи. По индексу человеческого развития это один из самых главных критериев для сравнения стран. Норвегия на первом месте, причем последние лет так 12. По ВВП на душу населения она стабильно в десятке. Ну и надо сказать, конечно, что это одна из самых дорогих стран, в которых я только был. Причем как для туризма, так и для жизни. Что ж, пора поговорить на самую животрепещущую тему. Тему цен. И я буду часто о ней вспоминать, потому что Норвегия не одна из самых дорогих, а самая дорогая страна, в которой я только был. Даже Гавайи прикурили в стороне по сравнению с Норвегией. Конечно, это исключительно мой личный опыт, но я все-таки должен им с вами поделиться. Начнем с такси. Дорога из аэропорта Осло в город обойдется дороже, чем билет на самолет в Норвегию. От 100 до 200 долларов. Гостиницу с завтраком ниже 150 баксов практически не найти. За 100 вы в среднем получаете что-то вот такое. А самый скромный обед в ресторане от 30 долларов. Но самое интересное здесь происходит с ценами на недвижимость. Квартира в Осло стоит примерно столько же, сколько и внешний долг Бангладеш. Знакомая продает квартиру в этом доме. Так вот, квартира 30 квадратных метров, 30 с ремонтом, стоит 480 тысяч долларов. И это старый дом. В новых домах, например, в престижном районе Тюбхолмен, квартиры стоят под миллион. Ну, это так, вдруг вам захочется купить. Я понимаю, что это сравнение с ценами на жилье нерелевантное, так как люди здесь неплохо зарабатывают, и страна экономически очень развита. Но так было не всегда. И сейчас необходимо рассказать вам о времени, когда Норвегия была не богатая и не процветающая, а было это примерно половину ее истории. Страна побывала и в составе Дании, и в составе Швеции, народ занимался в основном сельским хозяйством и рыбной ловлей. Если пробежаться по Осло, можно найти яркий пример былых времен. Это Королевский дворец. Он вот там, за памятником. То есть где-нибудь на постсоветском пространстве это спокойно могла быть обычная библиотека. А здесь это Королевский дворец и действующая резиденция короля Норвегии Харальда V.
Как-то очень скромно для королевского дворца, не правда ли? В середине прошлого века ситуация улучшилась, но Норвегия все равно заметно отставала от своих соседей – Дании и Швеции. В 50-х годах норвежцы массово валили на заработки в Америку. Сейчас, конечно, фраза «норвежские зарабичане» звучит смешно и нелепо, но тогда это была реальность. Все изменилось в конце 60-х благодаря этим бочкам с черной маслянистой жидкостью. В 1969 году неподалеку от города Ставангер было открыто крупное месторождение шельфовой нефти. Потом еще одно, и еще. Но дальше вы поняли. Сейчас Норвегия один из самых крупных экспортеров нефти и газа в Европе. Но уникальность страны не в том, что она смогла освоить нефтяные бюджеты, а в том, что она с ними сделала. Норвегия, конечно, могла пойти по пути нефтедобывающих стран, сесть на нефтяную иглу, снизить расходы для населения, но она пошла немного другим путем. Норвежцы поняли, что вваливать все нефтедоллары в страну не очень хорошо, потому что, во-первых, начнется инфляция, а во-вторых, потому что все расслабятся. Деньги-то есть. Поэтому они не опустили налоги и не снизили стоимость бензина для населения. Вообще Норвегия — это, наверное, единственная нефтедобывающая страна в мире с дорогим бензином. Бензин в Норвегии дороже, чем в соседней Швеции, которая, в свою очередь, импортирует бензин отсюда. Хотите дешевый бензин? Поезжайте в Венесуэлу. В Норвегии его нет. Часть доходов норвежцы валили в инфраструктуру. А все излишки нефтедолларов они решили вложить в фонд. Он называется Государственный пенсионный фонд или нефтяной фонд. И на нынешний день это самый большой фонд национального благосостояния в мире. Он стоит больше 1 триллиона долларов. Если быть точным, 1 триллион и 300 миллиардов. Это та самая кубышка на черный день, но эти деньги не просто лежат. Норвежцы купили на них акции. Apple, Amazon, Microsoft, Google, Nestle и еще 9200 компаний. Сейчас примерно 1,5% всех акций в мире принадлежат королевству Норвегия. Так как эти деньги вложены, они приносят прибыль. И размер этого фонда на черный день медленно, но верно увеличивается. Сейчас он настолько большой, что если распределить его, гражданин Норвегии получит примерно 220 тысяч долларов. Каждый гражданин Норвегии по 220 тысяч долларов. Согласитесь, весьма неплохая пенсия. У этого фонда также есть правила. Они, например, не инвестируют в производство оружия, они не инвестируют в табачную промышленность. И в 2021 году этот фонд, который был образован на нефтяные деньги, продал весь пакет акций компаний, которые занимаются разработкой и добычей нефти. Просто потому, что эта отрасль в этом году показала убытки в 10 миллиардов долларов. Смешно. Норвежцы также смекнули, что нефть рано или поздно закончится у всех, и с этим надо что-то делать. И они решили пересадить население своей страны на электромобили. Надо сказать, что у них это получилось. Я, конечно, понимаю, что в наше время электромобилем уже никого не удивишь, но здесь, в Норвегии, есть ощущение, что ты немножечко попал в будущее, потому что электромобили просто повсюду. Электромобиль, 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 электромобиль. И вот то тоже электромобиль. В 2020 году Норвегия стала первой в мире страной, в которой за год электрокаров продали больше, чем машин с двигателем внутреннего сгорания. Покупатели электрических авто тут не платят налоги при покупке и пользуются рядом льгот. Я опросил, на самом деле, несколько человек, и на вопрос, почему вы купили электромобиль, почти все сказали не экономические факторы, а забота об окружающей среде. В тотальной электрификации Норвегии есть еще один секрет. Чтобы заряжать все эти электромобили, нужно производить электроэнергию, а она обычно производится путем сжигания какого-нибудь углеродного топлива, что не очень экологично. Но в этом смысле Норвегия уникальная страна, потому что 98% всей электроэнергии здесь производится из возобновляемых источников. Норвегия располагает очень обширными гидроресурсами, и большая часть электричества здесь вырабатывается на гидроэлектростанциях. К 2030 году королевство планирует полностью на все 100% перейти на возобновляемые источники энергии и станет еще менее зависимо от нефти. Таким образом, Норвегия — это, пожалуй, единственная страна, которая сумела не просто сохранить, а еще и приумножила свой нефтяной капитал, не растратив его, как многие нефтедобывающие страны. Норвегия, будучи очень богатой страной, далеко не всегда ведет себя как очень богатая страна. Норвежцы завоевали больше всего медалей в истории зимних Олимпийских игр. Для них зимняя Олимпиада — это святое. Дважды она уже проводилась в этой стране, и Осло был одним из претендентов на проведение зимней Олимпиады 2022 года. Но в последний момент норвежцы отказались от этой идеи. Находящаяся здесь у власти партия посчитала, что очень большие расходы на Олимпиаду не отвечают интересам жителей страны и, соответственно, не будут ими поддержаны. И поэтому Норвегия отказалась принимать у себя Олимпийские игры, несмотря на то, что деньги на это у нее, естественно, были. Так что дело здесь еще и в бережливости и в отношении к шальным деньгам, которые прилили в твою страну. Ну и последнее по поводу Осло. Мне удалось застать в столице солнце, в связи с чем народ массово оккупировал газоны, купался и кайфовал от короткого норвежского лета.
На набережной здесь можно встретить вот такие вот сауны на понтонах. Это современный тренд норвежской столицы, и я, как большой фанат банной культуры, не смог отказать себе в удовольствии в этих трендах поучаствовать. Ребят, я вам не могу передать, какой это кайф сидеть в сауне с видом на центр города и при этом еще иметь возможность искупаться. Вода на самом деле холодная и соленая, потому что это фьорд, это по сути приток Северного моря. А самое прикольное, это что эта традиция вся, она началась здесь не так давно, лет, может быть, 10 назад. С того, что чувак просто построил сауну на берегу фьорда, и все такие, блин, это крутая идея. И вот сейчас в Осло этих саун, наверное, десятки, и народ ходит сюда. Я знаю одного чувака, который ходит сюда каждое утро, 5 раз в неделю, просто перед работой, чтобы зарядиться энергией. Что я могу сказать? Классная традиция, обожаю сауну, если будете в Осло, это однозначно стоит попробовать. На этом у меня по городу все. Совершенно точно нет смысла сидеть в столице больше 2 дней, если ты находишься в такой красивой стране, как Норвегия. Тут еще нужно упомянуть о том, что это очень протяженная страна. Чтобы вы понимали масштабы, если переложить территорию Норвегии на Европу, то получится расстояние примерно от Португалии до Черного моря. Короче, передвигаться здесь можно только на машине, и вы уже давно поняли, что будет дальше. Знакомьтесь, это мой норвежский travel bro. Это Mini Countryman, компактный кроссовер, на котором я буду передвигаться по стране. У него довольно высокий клиренс, полный привод и небольшие габариты. Последнее вообще особенно важно для передвижения по Норвегии. Ну а приятный бонус — это то, что у него есть фирменная миниковская двухместная палатка на крыше. После Намибии теперь это моя любимая фишка. Ну, как говорится, let's go. Для того, чтобы увидеть красоту в Норвегии, не нужно куда-то далеко ехать. Достаточно всего на час удалиться от столицы, и ты уже в местах, от которых захватывает дух. Пока мы выбираемся из Осло, расскажу вам несколько околоавтомобильных историй, связанных с этой страной. Ну, во-первых, получить права здесь стоит, ну, просто дурных денег. Я заплатил чуть больше 3000 евро. За права? За курс обучения. Это не включает в себя теоретический экзамен, он отдельно оплачивается. Там еще надо справку зрения проверить. То есть, я думаю, в сумме 3300 где-то евро. Водителей здесь готовят примерно как и спецназовцев. Из-за того, что в Норвегии очень много горных дорог, автолюбитель должен пройти целый ряд курсов, которые включают ночное вождение, вождение по скользкой дороге и реакцию на появление диких животных. Даже какая-то трасса есть, где на тебя пластмассовые коровы, там какие-то лоси выскакивают. А еще обязательно курс первой медицинской помощи, потому что если ты проехал мимо аварии и не остановился помочь, могут лишить прав или посадить в тюрьму. И такие случаи здесь были. К счастью, я приехал с украинскими правами, которые здесь котируются, но проблемы на этом не закончились, потому что в Норвегии просто сумасшедшие штрафы за превышение скорости, особенно в черте города. Вот вам наглядный пример. Было превышение скорости, зона была 70, я превысил 90, то есть 20 км в час было превышение скорости. Полиция остановила, выписала штраф, большую сумму. Сколько? Слушай, 8000 было. Да, это 1000 евро. В случае, если бы я не мог бы его выплатить, я мог бы тогда отсидеть 1 день. У меня в штрафе было написано о том, что я мог бы отсидеть 1 день и тогда как бы не платить. Не платить, да. Важное дополнение. Если тебе говорят, что можно отсидеть в тюрьме, это не значит, что ты отсидишь сейчас. Потому что здесь, внимание, большая очередь на то, чтобы отсидеть в тюрьме. То есть тебе позвонят, например, через месяца 4 и скажут: чувак, тут освободилось место, можешь приезжать сидеть. Ну и раз мы уже об этом заговорили, нельзя не обойти стороной тему норвежских тюрем, которая стала активно муссироваться после задержания Андреса Брейвика. Мировую общественность очень сильно взволновали условия содержания Андреса Брейвика, а он содержится в 3-комнатной камере. Я до сих пор не знаю, можно ли сочетать слово «трехкомнатная» и «камера», но скорее это больше номер, но в целом как есть. Тем не менее, Брейвик постоянно сетовал на то, что условия его содержания абсолютно бесчеловечны. В частности, он просил заменить свою приставку PlayStation 2 на приставку PlayStation 3, и ему не заменили. То есть, понимаете, да, уровень бесчеловечности? Так или иначе, я решил сам разобраться в ситуации и приехал в норвежскую тюрьму.
За моей спиной находится тюрьма Халден. Мы примерно в 100 с лишним километрах от Осло, и это вторая по величине тюрьма в Норвегии. Кроме того, что эта тюрьма становилась лучшей в мире, кроме того, что она, внимание, выиграла несколько архитектурных наград, тут весьма интересные условия содержания, о которых нужно рассказать отдельно. К сожалению, попасть внутрь мне не удалось, поснимать. Но я встретился с человеком, который 1,5 года работал здесь охранником. Он нам-то сейчас все и расскажет. Когда первый раз пришел в тюрьму, я реально очень боялся. Я думал, меня встретят злые заключенные, все такое, а на самом деле оказалось все не так. Они все приходили, жали руки, здоровались, ели вместе пиццу, и все такое. С заключенными? Конечно. Слушай, а расскажи, пожалуйста, про условия содержания. Заключенные, у каждого есть своя комната. Многие используют слово камера, но мы используем слово комната. Душ, туалет, маленький холодильник, где он может хранить продукты, телевизор. Камеры здесь одноместные, и обратите внимание на окна. На окнах нету решеток. Это самое главное, что отличает от тюрьмы. Это все-таки несовременно, скажем так. В тюрьме есть спортзал и даже музыкальная студия. Эти фото как раз оттуда. Слышал, что заключенные работают и могут за деньги что-то покупать на территории тюрьмы. Да, конечно. Многие тюрьмы имеют такую возможность. И в этих же магазинах работают сами же заключенные. За работу заключенные получают около 8 евро в день. А что можно купить на эти деньги? На эти деньги можно купить все, что угодно. То есть те же самые продукты, которые в обычном магазине. Потому что в норвежской тюрьме это принцип нормальности. То есть человек должен испытывать те же самые права и те же самые возможности, как и человек снаружи. И, соответственно, они должны учиться ходить в магазин, покупать вещи, платить за эти вещи деньги. То есть это так и работает. То есть чтобы у них не было шока, когда они выйдут из тюрьмы, это чтобы они понимали, что за все надо платить и все такое. В Халдене есть такой красивый домик в скандинавском стиле. Я сначала подумал, что это гостиница, но на самом деле оказалось, что это реально дом для заключенных. Вот в этот дом, который находится в паре сотен метров от тюрьмы, переводят заключенных, которые через несколько месяцев должны освободиться. Они живут здесь, ходят на работу, социализируются и готовятся стать полностью свободными людьми. Я просто обратил внимание, что все сотрудники ходят как будто, не в тюрьму, а правда как на работу. Все счастливые, все улыбаются. Что это? А я тебе скажу, знаешь, я раньше работал в другой сфере, я работал в службе досмотра аэропорта здесь у нас. И я тебе скажу, что я больше ругался в аэропорту, чем с заключенными. То есть поэтому у тебя хорошие отношения с заключенными, просто незачем ругаться. Мы друг другу помогаем, то есть мы им стараемся помочь, они видят помощь, отвечают тем же самым. Макс рассказал, что сотрудники тюрьмы обязательно здороваются с заключенными за руку, едят вместе и вместе празднуют дни рождения. В общем, те самые принципы нормальности. В Норвегии принято говорить, что каждый бывший заключенный в итоге может оказаться твоим соседом. И задача тюрьмы не столько наказать, сколько перевоспитать. И такая практика здесь довольно эффективна, потому что только каждый 5-й заключенный повторно попадает в места лишения свободы. Сейчас еще одно наблюдение за первые несколько дней в Норвегии. Как вы помните, в этой стране очень большое количество рек и озер, и у многих норвежцев есть лодки. Это довольно судоходная нация. Поэтому большинство островов здесь не стоят без дела. Если вы видите в этой стране какой-нибудь крохотный клочок земли посреди озера, будьте уверены, что там уже воткнут норвежский флаг, стоит гриль и какие-то люди жарят барбекю. Лодки, которые используют норвежцы для передвижения, нужно где-то хранить, поэтому хочу познакомить вас с еще одной очень распространенной здесь постройкой. Это эллинг. Эллинг — это такой крытый гараж для лодок на несколько этажей. На первом этаже тут хранят и ремонтируют плавсредства, а на втором обычно располагаются жилые помещения. Вообще, эллинги — это крайне живописные постройки, и среди них есть и свои инстаграм-селебрити. Вот эти домики я нашел у подножия горы в городке Сундальсора. Как вы уже, наверное, заметили, и эллинги, и норвежские дома часто окрашивают в красный цвет. Существует несколько версий, и самое распространенное — это то, что норвежцы были настолько бедными, что денег на то, чтобы строить дома из кирпича, не было, но очень хотелось. Поэтому они красили дома в красный цвет, чтобы издалека казалось, что это кирпич. Хотя на самом деле это просто была самая дешевая краска, она производилась из рыбы, в частности из охры. Вы, наверное, знаете, что Норвегия славится своей рыбой. Это страна номер 1 в мире по производству лосося. Его выращивают здесь вот в таких вот морских фермах.
Ну и, соответственно, здесь есть хорошие рыбные рестораны. Одно из таких мест я очень давно хотел увидеть, и вот, наконец-то, у меня это получилось. Это Андер, первый подводный ресторан в Европе, спроектированный известным норвежским архитектурным бюро Снахетта. Конструкция представляет собой 35-метровый бетонный монолит, который частично затоплен в воду на глубину 5 метров. Ресторан был спроектирован так, чтобы со временем полностью интегрироваться в морскую среду, поскольку шероховатая бетонная оболочка будет функционировать как искусственный морской риф. Это одно из архитектурных чудес Норвегии, и мне на самом деле стоило немалых усилий попасть туда, потому что все столики расписаны на несколько месяцев вперед. Но я с большим удовольствием хочу показать вам это уникальное место. Просто на секундочку представьте, что вы ужинаете с вот таким вот видом за окном. Я, честно говоря, не представляю, как здесь можно сидеть, есть и смотреть на все это. Но и просто смотреть вот на эту воду, это уже само по себе наслаждение, прям настоящая медитация. Этот ресторан получил кучу архитектурных наград и мишленовскую звезду всего лишь через 10 месяцев после открытия. Здесь почти 500 квадратных метров площади и 40 посадочных мест, что делает Андер самым большим подводным рестораном в мире. И, возможно, самым красивым. Поесть мне здесь не удалось, зато я пообщался с бренд-шефом заведения, который участвовал во всех этапах создания проекта. Специализация ресторана — это высококачественные локальные морепродукты. Ужин здесь, конечно, обойдется недешево. Between 450 euro to 5000 euro. Несмотря на это, как сказал Николай, все места здесь забронированы на 3 месяца, а выходные вообще на полгода вперед. И это несмотря на то, что ресторан открылся практически перед самым локдауном. We are still fully booked and have been for the entire COVID period where we have been open. What we stressed a lot about when COVID hits us, when we get guests, because before 50% of our guests came from abroad, from all over the world. But I get, goosebumps just talking about it. But Norwegian people really supported this restaurant, and we filled up like this. We have been fully booked now throughout the entire COVID period with only Norwegian guests. В Андере работает международная команда поваров из 16 человек, включая украинца Богдана из Киева. В общем, если у вас будет возможность приехать в Норвегию, то я бы крайне порекомендовал попытать счастье и попробовать забронировать столик в этом невероятном ресторане. Ужин здесь потенциально может стать очень ярким гастрономическим впечатлением. Кстати, забыл сказать, что в режиме Шамайч душит покататься по норвежским дорогам особо не получится, потому что они очень узкие, буквально чуть шире балийских. И ограничение в 50 км в час не выглядит издевательством, а наоборот, вполне обоснованно, особенно когда речь идет о горных дорогах и перевалах. Но есть и бонус. Эти дороги обычно проходят через эталонные достопримечательности Норвегии. Туда мы и направляемся. Короче, мы едем к фьордам, касатики. Наш маршрут лежит через смотровую площадку Ойгардстул на высоте 640 метров. С нее открывается просто невероятный вид на окрестности. Люсифьорд — первый фьорд на нашем маршруте. По местным меркам он не очень длинный, всего лишь 42 километра. Спуститься к нему можно через Люсивенген, горный серпантин с 27 резкими U-образными поворотами. Внизу дорога заканчивается, дальше передвижение только на пароме. Пока мы ждем транспорт, давайте поговорим о фьордах. Фьорд — это, кстати, норвежское слово. Это узкий и длинный морской залив со скалистыми берегами. Норвегия — это страна фьордов, их здесь больше 1000. Если посмотреть на карту Норвегии, то она вся буквально изрезана этими морскими заливами, из-за чего береговая линия страны одна из самых больших в мире. Фьорды образовались во времена ледникового периода. Здесь тогда были огромные массы льда, которые таяли, сползали и как рубанком вытачивали здесь, в этих скалах, огромные пустоты. Позже эти пустоты заполнились морской водой, и получилось примерно вот это. Смотреть фьорд удобнее всего на пароме, поэтому платим 90 евро за автомобиль, заезжаем и поднимаемся на палубу. Красота пейзажей чуточку зашкаливает. На
самом деле фьорд — это одна из самых крутых штук, которая создала матушка природа, потому что здесь есть абсолютно все, что любит человек. Горы, море, лес, и все это в очень компактном, стиснутом пространстве. Если ты видишь фьорд первый раз в своей жизни, то потеряшки гарантированы. Особенно, если ты видишь его в Норвегии, где природа смешивается с архитектурой и какими-то крайне живописными деревнями. На этом мы не закончили с Люсифьордом, потому что здесь есть еще одна достопримечательность, которую обязательно нужно увидеть. Ну а пока одна традиция. У нас с брендом швейцарских часов Certina есть одна прекрасная традиция. Раз в полгода они мне дарят новую модель, а я вам ее показываю. DS1 Powermatic 80. В основе ткани этого ремешка, он называется Tide Ocean Material, выловленный из океана пластик. Certina заботится об экологии, особенно о чистом океане. Например, уже много лет они поддерживают ассоциацию Sea Turtle Conservancy, которая занимается изучением морских черепах и помогает поддерживать их естественную среду обитания. Что касается корпуса часов, стрелки и часовые отметки сделаны из стали с покрытием из розового золота. Глубокий синий цвет с градиентом должен напоминать вам про чистое море. К этим часам также дополнительно прилагается стальной браслет, который можно поменять за пару секунд. Стала очень хорошей традицией выдавать мне на съемки самые прочные часы. И вот их реально очень сложно поцарапать или утопить, а благодаря системе двойной защиты DS с ними можно нырять на глубину до 100 метров, и они все еще будут идти. Как обычно, рассмотреть эти часы в деталях можно по ссылке в описании. Норвегию невозможно посмотреть без горного трекинга. То есть, если ты приехал в эту страну, будь готов идти в горы. Норвегия изобилует самыми разнообразными хайками на любой вкус и возраст. Вот этот маршрут был проложен непальскими шерпами, которых специально для этого пригласило правительство. Он красивый, но далеко не самый простой, так как мы поднимаемся на одну из скал, нависающую над Люсифьордом. Спустя почти 2 часа подъема показывается вершина, но есть проблемка. Это штормовой ветер. Ветер дует так прочно, я еле стою на ногах. Передвигаться в таких условиях было крайне сложно, но чтобы подойти к краю скалы, не было и речи. Некоторым смельчакам удавалось встать, но все остальные в основном ползали в целях безопасности. Нет никаких шансов, что я смогу поднять дрон здесь. Примерно минут через 15 ветер слегка поутих, и я решил попробовать поднять в воздух кожедуба. Дрон на самом деле можно было даже не включать, потому что лопасти и так отлично вращались от ветра. Кожедубчика изрядно колбасило, но я все-таки взлетел. Прекистулан, или кафедра проповедника, это гигантский квадратный утес 25 на 25 метров, который нависает над Люсифьордом на 600-метровой высоте. Виды отсюда открываются такие, что просто дух захватывает. Это одна из главных открыточных достопримечательностей Норвегии и супер место, чтобы ощутить величие и монументальность норвежских фьордов. Я был несказанно рад, что мне все-таки удалось и взлететь, и сесть. Короче, это был, наверное, самый сложный полет в моей жизни. Я уже попрощался 2 раза с дроном, но Кожедубыч не подвел. Люблю его. Самое удивительное, что несмотря на огромную высоту, здесь нет никаких ограждений вообще. То есть люди там стоят на свой страх и риск при таком сильном ветре. И меня поразил больше всего тот факт, что, насколько я знаю, насколько удалось найти в интернете, до сих пор не было ни одного несчастного случая. То есть здесь никто случайно не падал. Были самоубийства, но вот так, чтобы случайно человек упал или был сдут ветром, такого не было. Власти специально не ставят здесь ограждения, потому что с перилами это место потеряет свой шарм. Так что, если вы не боитесь высоты и мечтаете сделать вот такую фотку, то Прекистулан — это мой рекомендацион. Для меня вот такой поход в горы — это прям мини-приключение, такое событие. А для рядового норвежца это ежедневная рутина, потому что они здесь на хайке ходят как на тренировку. Для норвежца сходить в горы — это как для нас выйти в парк на прогулку, то есть, кроме шуток, здесь абсолютный культ хайкинга. Магазины горного снаряжения и экипировки здесь на каждом шагу, как кофейни. В горы ходят все, независимо от возраста, и даже с детьми. Этих ребят я увидел как раз в пути на Прекистулан. We're hiking every other morning, 1.5 hours before breakfast. Really? Yes.
and every other day I'm biking 40, 50, 60, 70 kilometers. And how old are you? 75. Come on. Yeah, that's right. It's amazing, but you look gorgeous. Yeah, I feel fine. Вот такой вот спортивный дедушка, который на вид вообще не дедушка. И это далеко не частный случай. Вообще, у меня сложилось впечатление, что норвежцы — это, наверное, самая спортивная нация из всех, что я видел. Бегают здесь все, независимо от погоды. У норвежцев вообще есть такая поговорка, что нет плохой погоды, а есть неподходящая одежда. Бегают даже мамаши с колясками, и это вообще разрыв. Здесь традиционно популярны зимние виды спорта, и летом, чтобы не терять форму, народ катается на роликовых лыжах. Ну, и на великах, естественно. Короче, все, что я увидел в Норвегии касательно физического развития, сильно мотивирует заниматься. Ну, а мы продолжаем двигаться и грузимся на следующий паром. Кстати, в этот раз я даже не покупал билет. На таких регулярных паромах система просто считывает твои номера, а счет приходит тебе в конце месяца на почту. Сейчас хочу познакомить вас с еще одной интересной туристической фишкой Норвегии, которая называется Scenic Routes. Это что-то вроде живописных маршрутов. И здесь около 18 штук, и я предлагаю нам прямо сейчас по одному из таких маршрутов проехаться. Эти маршруты на дороге обозначаются специальной табличкой, которую тяжело с чем-то спутать. Если видишь вот такой знак, значит впереди будет красиво. Scenic Routes — отличный способ познакомиться со страной на автомобиле. Эти дороги, покрывающие более 2000 километров, проходят по самым красивым частям северной и центральной Норвегии. И проехать их, конечно, одно удовольствие. Это такой себе собирательный маршрут, где по пути тебе встречаются сумасшедшие ущелья, ледники, горные реки с невероятно прозрачной водой и, естественно, фьорды. Я вам честно скажу, Норвегию невозможно показать всю ни за один, ни за два, и даже за 3 выпуска не покажешь, потому что она такая насыщенная, здесь столько всего, я вот не знаю, куда, в какую сторону смотреть. На водопады я просто уже не смотрю, потому что их слишком много, они постоянно у тебя водопады, слева, справа, спереди, сзади. Это какой-то капец, ребята, ну это очередные потеряшки. То, что происходило со мной в Норвегии, уже однажды происходило со мной в Швейцарии. Здесь, как и в Швейцарии, есть небольшие деревеньки на берегу фьордов с миловидными домиками. И эти дома на фоне норвежских пейзажей, ну вот реально выглядят игрушечными. Как будто их кто-то специально поставил сюда, чтобы туристы вроде меня проезжали и любовались. В общем, да, я здесь частенько залипал и испытывал весьма серьезные проблемы с таймингом. Здесь в Норвегии действует правило Бёрнинмена. Правило Бёрнинмена означает, что если у тебя на навигаторе написано, например, что тебе ехать туда час, то смело умножай это количество на 2, потому что... Ну, за час ты сюда не доедешь, ты будешь останавливаться постоянно, что-то снимать, фотографировать или просто втыкать с открытым ртом. Это Норвегия, детка. В Норвегии, как в Швейцарии, есть туристические поезда, которые проходят по живописным маршрутам. На одном из таких поездов, который выходит из города Флом, я проехался. Он все-таки не такой крутой, как в Швейцарии, но он здесь есть, и это плюс. Короче, это было небольшое лирическое отступление, чтобы я чуть выговорился о красоте этих мест. А теперь пора поговорить о более прозаичных вещах. Например, об инфраструктуре. Ландшафт Норвегии изначально крайне сложен для развития автомобильного транспорта, потому что здесь, как вы помните, много фьордов. Строить мосты в таких условиях – это та еще задачка, так как фьорды в среднем имеют 400-500 метров в глубину. Поэтому здешние мосты обычно подвесные, а опоры из-за большой глубины находятся не в воде, а на суше. В Норвегии около 15 мостов с пролетом километр и более, и они весьма впечатляют. Другая история здесь с горными дорогами. Строить их долго, дорого, а зимой нужно постоянно чистить от снега. Поэтому в Норвегии пошли немного другим путем. Когда-то я вам рассказывал, что Швейцария — это страна тоннелей. Это потому, что я не был тогда в Норвегии. Вот Норвегия — это реально страна тоннелей. В Норвегии около 1240 тоннелей, что абсолютно рекордно для страны с 5 миллионным населением. Ты проезжаешь их постоянно, куда бы ни ехал. Я вам честно скажу, первые там 30 тоннелей, наверное, я еще пробовал считать, но потом я забросил это дело, потому что, ну, нет смысла, они встречаются постоянно. И здесь есть очень длинные тоннели.
Вообще, эта страна — родина самого длинного автомобильного туннеля в мире — Лердальского, длиной в 24,5 километра. В его создании, в числе прочих, участвовали и психологи, которые рекомендовали здесь делать зоны отдыха и цветную подсветку для улучшения концентрации внимания. В этом тоннеле есть даже круговое движение. Круговое движение в тоннеле, Карл. В общем, все это, если честно, не может не удивлять. Мы двигаемся далее и подъезжаем еще к одному фьорду — Аурландсфьорду. Большой плюс живописных маршрутов в том, что кроме природной красоты, здесь есть еще и очень крутые архитектурные постройки, с помощью которых эту красоту можно получше рассмотреть. Эта 30-метровая стальная смотровая площадка находится на высоте 650 метров над фьордом. Она так стильно сделана, что вот как будто всю жизнь здесь и стояла. А самое главное — это, конечно, вид. Стоя на этой смотровой с неописуемым видом, хочу напомнить, что кто-то с этим видом живет, то есть имеет возможность наблюдать его каждый день. Вот эту информацию мозг у меня пока отказывается воспринимать, но могу сказать, что норвежцы, конечно, наверное, в этом смысле очень счастливые, потому что у них эта красота вот куда ни плюнь. И с помощью разных архитектурных построек они научились ее очень круто подчеркивать. Поэтому сейчас хочу рассказать вам о норвежской архитектуре. И это весьма интересная тема, потому что здешняя архитектура зацепила меня почти так же, как и местная природа. То, что норвежцы слегка волокут в дизайне и постройке зданий, ты начинаешь понимать еще в Осло. Здесь, например, находится новый жилой район Баркот Project, построенный на территории бывшего морского дока. Внутри фэншуй, благодати и лайки от урбанистов. Но самым известным зданием в столице является оперный театр Осло, спроектированный архитекторами студии Снахетта. Это та же студия, которая сделала подводный ресторан. Уникальность оперного театра в том, что на крышу здесь может подняться любой желающий. Подъем достаточно крутой, но вид с вершины здания абсолютно топовый. Стильные сооружения в Норвегии строятся не только в столице, но и также в провинции. Покажу вам на примере церквей. Вот эта церковь и вот эта тоже церковь. Я нашел ее в городе Кнарвик. Дизайн, что называется, боголепнейший. Если бы я не знал, что это церковь, и не видел бы креста, я подумал бы, что это может быть какое-нибудь выставочное здание. Выставочные здания здесь тоже есть. А как насчет музея с кораблем внутри? Еще пример. Я думаю, вы знаете, что во всем мире сейчас очень популярен термин sustainable, то есть устойчивый. В узком смысле он означает экологическую стабильность и осознанное потребление природных ресурсов. И Норвегия в этом смысле прям максимально sustainable. В стране строится целый ряд экологически устойчивых зданий, которые называются Powerhouse, такие как, например, Powerhouse Telemark в городе Порсгрун. Это здание с отрицательным выбросом углерода, то есть оно будет производить больше энергии, чем потреблять в течение всего срока службы, включая и строительство, и снос. Здание имеет большой навес из солнечных батарей, покрывающих всю крышу и часть фасада. Эти батареи вырабатывают 256 тысяч киловатт электроэнергии каждый год, что больше потребностей самого здания, а значит, излишки будут подаваться обратно в энергосистему. В крыше также есть длинные стеклянные окна, через которые дневной свет проникает на 3 верхних этажа. Материалы, из которых построено здание, накапливают тепло в течение дня и медленно отдают его вечером. Для обогрева здесь также используются геотермальные колодцы, вырытые на глубине 350 метров под землей. В общем, это что-то из области будущего, только которое уже построено и работает в Норвегии. Ну и, конечно, хочется верить, что это будущее, которое ждет всех нас. А теперь расскажу вам об одной из моих самых любимых построек Норвегии, которая находится в национальном парке с труднопроизносимым названием. Она называется Снахетта Viewpoint, и да, она тоже построена одноименным архитектурным бюро. Чтобы попасть сюда, нужно сделать небольшой хайк длиной в 1,5 километра, и ты оказываешься в стальном павильоне с большим панорамным стеклом, через которое отлично просматривается вся панорама. Но это не только Viewpoint, это место для отдыха туристов. Здесь нет ветра, и здесь разжигают камин. Это все очень похоже на кинотеатр, где все разговаривают исключительно шепотом, чтобы не мешать другим наслаждаться видом. Сидя в тепле, можно не только кайфовать от природы, но и наблюдать за животными. Здесь много северных оленей, водятся даже арктические лисы.
there's very vulnerable species in this area. So it's really nice if people don't disturb them that much, but still have a place where they can, look at them. В общем, это такое классное место, позволяющее безопасно взаимодействовать человеку и дикой природе. Ну, а мы движемся далее и добираемся до второго по величине города Норвегии. Берген известен в первую очередь своей набережной, которая называется Брюген. Здесь несколько десятков деревянных домов, которым примерно по 3 сотни лет. Этот район, кстати, включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще здесь есть знаменитый фуникулер, который за 6 минут поднимает тебя на вершину горы Флейн. Отсюда лучший вид на город. Но, честно говоря, я приехал в Берген не для того, чтобы гулять. Дело в том, что город — это отправная точка для работников нефтегазовой отрасли. И в порту Бергена иногда можно увидеть вот эти огромные нефтяные платформы. И сегодня мы с Божьей помощью попадем на одну из норвежских буровых платформ. Поможет в этом мой товарищ Витя, который живет в Норвегии последние 12 лет и работает в компании Transocean. Получить разрешение на съемку здесь было на самом деле очень сложной задачей, потому что это режимный объект. И вообще застать платформу в Бергене — это большая удача. Нам несказанно повезло, потому что буровая сейчас находится в порту Бергена, она проходит здесь техобслуживание, и такое случается раз в 5 лет. Перед тем, как попасть на платформу, ты должен сдать ковид-тест, переодеться в спецодежду и пройти курс техники безопасности, который включает в себя очень много мелких нюансов. Например, часы с металлическим ремешком носить здесь почему-то нельзя. Мои часы, кстати, тест прошли. После всех процедур тебя наконец-то пускают посмотреть на инженерное чудо, и, ребят, я не могу вам передать, насколько эта штуковина огромная. Это Transocean Enabler, буровая платформа последнего поколения весом в 45 тысяч тонн, специально разработанная для бурения в суровых условиях Баренцева моря. Ее обслуживает команда в 130 человек. Для того, чтобы попасть на платформу, нужно воспользоваться лифтом, который поднимает тебя на высоту 12-этажного здания. Сейчас буровая проходит этап техобслуживания и готовится снова выйти в море. Все ремонтные работы должны быть завершены в 2-недельный срок, и не позднее, потому что каждый день простой этой платформы стоит $450 тысяч. Так что вся команда работает не покладая рук. Несколько слов об этом уникальном техническом сооружении. Начнем с того, что это не просто буровая платформа. Эта штука зарегистрирована как судно, и оно своим ходом идет к точке бурения. Платформой управляет специальный компьютер, который может поддерживать ее в стабильном состоянии даже в условиях ветра в 50 узлов и огромных волн. Возможно, для вас это ничего не говорит, но поверьте, эта штука — это как космический корабль, только в мире бурильных технологий. Transocean Enabler способна бурить на глубине до 8500 метров и бурить не только вертикально, но и горизонтально. Как именно они это делают, я так и не понял. Просто чокнулся. Пульт оператора буровой установки похож на место для игры в Dota 2, и тут тоже какие-то очень специальные кресла. This chair has been used in the Star Wars movie. Really? Yes. Работа на буровой непростая, но график достаточно лояльный. Ребята работают 2 недели офшор и 4 недели дома. Да. То есть это довольно-таки много свободного времени. И чтобы чем-то заняться, у всех есть людей какая-то дополнительная работа во время этих 4 недель, пока они ждут следующие свои... Чтобы зарабатывать или чтобы просто занимать время? Не, чтобы, наверное, занимать время, потому что я думаю, люди, которые работают на этих платформах, они зарабатывают довольно-таки достаточно. Теперь касательно условий проживания. Из того, что вижу я, эта платформа — это как хороший какой-нибудь 3-звездочный отель, который стоит прямо посреди Баренцева моря. Живут здесь в одноместных каютах со всеми удобствами. Питание, как в хорошем ресторане. Шеф, как и работники кейтеринга, пришли на буровую из отельного бизнеса. На платформе есть кинотеатр, игровые залы, музыкальная студия, солярий и спортзал. И это самое интересное. И если ты занимаешься здесь в спортзале, то компания платит тебе деньги. The company will give us 50 NOK per hour when we are down here, and that money we will use for new movies, PlayStation games. Здесь также есть больница со всем необходимым реанимационным оборудованием и видеосвязью, с помощью которой медики на платформе могут проводить лечение со специалистами на берегу. Но больше всего меня порвал вот этот факт. У них есть запас крови для каждого члена команды. То есть ребята заморочились и собрали банк крови для всех сотрудников с учетом группы и резус-фактора. Просто потому, что эта платформа находится очень далеко от берега, она должна быть готова к любым чрезвычайным ситуациям, в том числе и, например, потере крови. Это что-то невероятное, если честно. Но это еще не все, о чем я хотел вам рассказать. Я думаю, вы знаете, что норвежцы очень пекутся об окружающей среде,
И здесь уже разработан проект, по которому в Норвегии будет построен завод, улавливающий углекислый газ из атмосферы, превращающий его в жидкость, и эту жидкость будут закачивать обратно в те резервуары, которые остались от добычи нефти. Норвегия собирается воплотить этот план в ближайшее время, и эти огромные машины, которые используются для извлечения природных ресурсов, будут также использоваться для борьбы с глобальным потеплением, что, по-моему, просто офигенно. Вообще, один из главных выводов, который я здесь сделал, это то, что норвежцы очень любят свою страну и хотят ее оставить своим детям в первозданном виде. Но не просто говорят об этом, а реально что-то делают, и в этом у них точно можно поучиться. Пришло время подвести некоторые промежуточные итоги. Мне есть о чем сказать. Я уже 8 дней в поездке, и вот на текущий момент я отъехал от Осло всего лишь на 500 с копейками километров, что просто смешно. В лучшие годы, когда я был молодым, я мог проехать за 8 дней, не знаю, Новую Зеландию. Здесь я передвигаюсь, ну, реально как черепаха. И тому есть на самом деле два объяснения. Первое — это дороги. Дороги здесь горные, по ним достаточно сложно ехать быстро. Не, можно, в принципе, по ним ехать быстро, но это очень дорого, так как здесь, в Норвегии, просто абсолютно дурные штрафы. И вторая причина — это красота этой страны. Я реально останавливаюсь каждые 15-20 минут. У меня случаются какие-то помутнения в рассудке. В общем, я с открытым ртом выхожу, смотрю на всю эту красоту, и это, естественно, очень сильно тормозит поездку. Короче, надо собраться, но пока Норвегия — это чисто полный улет. В общем, хватит романтики, едем дальше. Во время передвижения по Норвегии нужно быть готовым к тому, что достаточное количество времени ты будешь тратить на ожидание паромов. И еще стоит приготовиться, что и паромы, и платные автомагистрали влетят в копеечку. Чтобы проехать всю страну только на платные дороги, я потратил несколько сотен евро. По ощущениям все 500, но весьма вероятно, что и больше. Мы с вами тем временем пересекаем Согнефьорд, самый длинный и глубокий фьорд Норвегии. Его длина 200 километров, а глубина 1300 метров. То есть даже если очень корпулентный мальчик прыгнет сюда бомбочкой, то дна он точно не достанет. К этому моменту у меня уже не хватало филологических навыков, чтобы описывать пейзажи, которые происходили за окном, поэтому я рулил и ахал в кулачок. В этом и прикол передвижения по Норвегии, потому что ты едешь и просто пожираешь глазами виды слева и справа. И что касается пищи для глаз, то тут ее, ну просто вот, ну всю не съесть, короче. Мы углубляемся в центральную часть страны. Здесь много горных перевалов и серпантинов. По одному из таких маршрутов, который напомнил мне румынский трансфогараж, мы сейчас с вами и двигаемся. И сюрприз-сюрприз, здесь тоже есть смотровая площадка. Что интересно, норвежцы не могли построить просто смотровую площадку. Естественно, они должны были заморочиться. Вот что-что, а смотровые площадки норвежцы точно строить умеют. Что сказать? Просто красавцы. Через несколько сотен километров мы в коммуне Стрюн. Здесь находится достопримечательность, которую вы не увидите в рейтинге самых узнаваемых в Норвегии, что, по-моему, очень неправильно. Место, о котором идет речь, это ледниковое озеро Лаватнет. Здесь есть ледники, которые тают, и получаются вот такие вот озера с богоподобным бирюзовым цветом воды. В районе озера есть много ледников и водопадов. Самый известный — вот тот красавец, который называется Рамнефельсфоссен. Надеюсь, я правильно прочитал. Познакомьтесь, это кузен Камикадзе, и с помощью него я сейчас попробую доивануть вот тот водопад. По разным данным, которые можно найти, высота этого водопада от 600 до 800 метров, что делает его одним из самых высоких в мире. И это точно самый высокий водопад, до которого я долетал дроном. Лаватнет стал для меня одним из открытий этой поездки. И речь не только про озеро. Здесь в районе много классных мест, которые мы посмотрим. Но пока хочу поделиться с вами одной интересной рассказкой. Факт про это озеро, который меня разорвал. Здесь было цунами.
что вообще нетипично для озер, потому что цунами происходит в основном в океане. Но здешнее цунами было вызвано не землетрясением, а оползнем. В 1905 году здесь сошел оползень, который вызвал волну высотой 40 метров. Это 20-этажное здание. Погибло 60 человек, было смыто несколько деревень. Пришли геологи, посмотрели, сказали, ну да, как бы были проблемы, но вроде ничего не повторится. И они ошибались, потому что спустя 30 лет здесь произошло мега-цунами. Огромный оползень, там 1 000 000 кубических метров грунта сошел, и высота волны была 75 метров. Чтобы вы примерно понимали высоту, дрон сейчас висит как раз на 75 метрах. То есть это уже размер небольшого небоскреба. С тех пор здесь цунами не было, но, как вы понимаете, все может повториться в любой момент. Даже сейчас. Не хотелось бы, конечно, но чисто в теории. Не могу сказать, что после этих случаев здесь перестали строить дома, так как озеро — это очень популярное туристическое направление. Да и кто в здравом уме откажется иметь дачу с вот таким вот видом? Здесь также есть несколько красивых хайков, один из которых ведет в деревушку Роксетра. Как вы уже, наверное, заметили, все дома в деревушке с травой на крыше. И это очень похоже на то, что мы с вами уже видели на Фарерских островах. Пару столетий назад это был самый популярный вид кровли в Норвегии. А все потому, что такая крыша очень тяжелая. И за счет большой массы бревна, из которых сделан дом, сжимаются друг с другом и не пропускают сквозняки. А еще эта крыша не пропускает воду и офигенно выглядит. Сплошные плюсы. Я, как водится, резко влюбился в эти места и решил, что здесь непременно нужно остановиться на ночь. Тем более, что кемпинга в районе более чем достаточно. Обожаю. Тут я решил попробовать водичку, и это было глупое решение, потому что, как и подобает ледниковому озеру, она здесь, естественно, ледяная. Зацените, какую штуку здесь можно купить в супермаркете. В Норвегии продаются даже эко-френдли грили из полностью перерабатываемых материалов. Собираются как конструктор, но самое главное, жарить мясо можно, как и на обычном мангале. На озере было просто офигенным. Лаватнет, как говорят у нас, то е любовь. Но здесь можно посмотреть не только на озеро. В нескольких километрах от моего кемпинга можно подойти вплотную к леднику. Вернее, к так называемому языку ледника. Это такой узкий ледовый пласт, который спускается с гор в сторону водоема. На этом примере хорошо понятна экосистема долины. Ледники тают, превращаются в водопады, которые в свою очередь наполняют эти бирюзовые озера с чистейшей водой. В озеро Лаватнет впадают сотни таких рек и водопадов. И, наверное, стоит добавить, что за последние несколько лет язык ледника визуально уменьшился почти в 2 раза. Сейчас будет не реклама, а рекомендация. Если вы вдруг соберетесь в Норвегию, то здесь
государство заморочилось и сделало сайт. И это самый качественный сайт о стране, который я видел. На нем собрано абсолютно все. От фотографий и информации, заканчивая трекинговыми маршрутами, последними апдейтами и вообще всем-всем-всем. Он называется Visit Norway. Я сам им пользовался, и я офигел, насколько он качественно сделан. Норвежский респект. Я надеюсь, вы не устали от красивых мест, потому что еще парочку в этом выпуске точно придется посмотреть. Ну а пока давайте разберемся с последним фьордом на нашем маршруте. Я знаю, что фьордов было уже очень много, но это точно стоит увидеть как минимум потому, что он общепризнанно самый красивый в Норвегии. Называется он Гейрангерфьорд и знаменит в первую очередь своими водопадами. Если помните, одно время в социальных сетях завирусилось вот это видео. Оно было снято здесь, на этом фьорде, вот на этой скале. Единственная проблема, что это было весной, когда водопады еще очень полноводные. Сейчас начало августа, и, в общем, все не так красиво. Этот фьорд, кстати, включен в список наследия ЮНЕСКО, и его изо всех сил пытаются сохранить в первозданном виде. Тут, значит, несколько лет назад норвежцы померили уровень загрязнения воздуха во фьорде, и оказалось, что он примерно такой же, как и в городе. Все из-за круизных лайнеров, их здесь до ковида было очень много. В общем, ребята решили, что с 2026 года здесь, в этом фьорде, будут разрешены только суда на электрической тяге. Больше никаких дизельных двигателей. Короче, Гейрангерфьорд — это мой однозначный рекомендацион, если будете в Норвегии. Еще одна важная вещь, о которой я до сих пор не рассказал, это норвежские гостиницы. Ну как гостиницы? Это на самом деле кабинки, установленные в самых красивых местах, которыми изобилует эта страна. Леса, озера, фьорды. Представьте, можно снять офигенный дом и жить с вот таким вот видом. Конкретно у меня ничего снять не получилось, потому что вот такие гостиницы заняты на 1,5 месяца вперед, причем самими норвежцами, так как туристов в стране было немного. Оказалось, что это вообще здешняя традиция. Такие домики здесь называются хитте. Хитте — это прям целая концепция загородного летнего дома, которая мне безумно понравилась, и я хочу ей с вами поделиться. Норвежцы изначально жили в красивых местах, но из-за индустриализации стали переселяться в города. Однако привычка выезжать и перезагружаться несколько дней на природе осталась. Даже если вы заедете в какую-нибудь норвежскую глушь, с большим процентом вероятности посреди лесов вы обнаружите здесь чей-то летний дом. Классическая хитте — это маленькая избушка без воды, электричества и прочих благ цивилизации. Зачастую к ним даже нет подъездных путей, и чтобы попасть в дом, иногда нужно прямо идти в горы. Есть еще одно правило. Хитте должна находиться не более чем в 3 часах езды от твоего постоянного места жительства, чтобы ты смог туда поехать на выходные. Ну и, естественно, иметь живописные пейзажи за окном. Но с этим в Норвегии, как вы уже знаете, проблем нет. Меня просто в лоскуты порвала эта концепция хитте, особенно здесь, в Норвегии, где этих мест у фьордов, у озер, их просто их такое количество. Все эти домики, святая Икея, это просто потрясающе красиво. Короче, я, естественно, решил снять себе хитте. Это было сложно, потому что все занято, но мне кажется, что интересный вариант я все-таки нашел. Друзья, хочу показать вам свою хитте. Это совершенно крохотная классическая хитте, которой 200 с лишним лет. И здесь, по словам хозяйки, не меняли ничего, кроме входной двери. Снаружи все это выглядит как обычная хижина. Из технических инноваций здесь есть разве что газовая плита. Все остальное, включая печь и мебель, деревенское и суперпростое. Есть несколько старых фотографий семьи, которой принадлежит дом, и книги конца 19 века. Здесь такие низкие дверные пролеты, что каждый раз, заходя на кухню, приходится пригибаться. Связь здесь не берет, интернета, естественно, нет. Если нужно помыть посуду, то берешь ведро и идешь за водой. Если нужно согреться, разжигаешь печь, а вечером зажигаешь свечи, потому что электричества здесь тоже нет. Туалет, естественно, на улице, но по нашим меркам он достаточно элитный. Кстати, на стене в туалете здесь висит портрет королевской семьи. Это норвежская традиция. Я провел здесь один день, готовил еду, слушал овечек и наслаждался городским детоксом в этой пасторале. В общем, хитте — это потрясающий способ напомнить еще раз самому себе, что чтобы ценить
все блага цивилизации, которыми сейчас обладает человек, нужно иногда от них отказываться. За этот день я очень сильно перезагрузился и стал просто одержим идеей построить свою собственную хиту где-то неподалеку от дома. Мысль о том, чтобы иметь перезагрузочное место, очень плотно засела в голове, и я очень благодарен Норвегии за эту классную идею. К тому времени в стране у меня осталось незакрытыми 2 автомобильных гештальта. Первый — это увидеть одну из самых знаменитых здешних дорог — Троллстинген, или Лестницу троллей. К сожалению, мне не повезло с погодой, лил сильный дождь, я чуть не угробил дрон и почти ничего не снял, кроме водопада Стикфоссен. Второй мечтой было увидеть Атлантическую дорогу, которая проходит прямо через Норвежское море по серии островов, связанных 7 мостами. Самый известный из которых вот этот, уходящий в небо и прозванный в народе Пьяным. Вот по нему как раз я и проехался. Как же это чертовски красиво и какой же это кайфец просто проехать по этой дороге. Эту дорогу построили в конце 80-х. Сначала она была платной, но за 10 лет полностью окупилась и сейчас является бесплатной абсолютно для всех. Касатики, должен вам кое в чем признаться. На протяжении всего своего путешествия я проводил исследование одного очень интересного феномена. И этот феномен — норвежские туалеты. Ребят, норвежские туалеты — это абсолютный топчик. В течение 2 недель я брал камеру каждый раз, когда шел в туалет на маршруте, снимал все самое интересное и запилил с десяток туалетных селфи. Я очень много раз в них был, и мне таки есть что вам показать. Вы наверняка слышали об индексе Биг Мака. В связи с этим хотелось бы ввести и туалетный индекс, потому что еще, как не туалеты, может лучше сказать о стране? И это однозначно еще одна сильная сторона Норвегии. В какую бы ты глушь ни заехал, ты всегда сможешь найти туалет, он будет бесплатный, там будет убрано и, скорее всего, очень красиво. Даже если это обычный мобильный туалет, то в нем чисто, в нем есть туалетная бумага и даже антисептик. Ну а так как мы с вами в Норвегии, в одной из архитектурных столиц мира, то клозеты здесь — это нечто прекрасное, с божественным дизайном, дополняющим и без того красивые пейзажи страны. Иногда вообще сложно поверить, что перед тобой туалет, а не какая-нибудь современная инсталляция. Хотя, что мешает туалету быть инсталляцией? Мы же в Норвегии. Естественно, норвежцы решили сделать из туалетов фишку, но я лично в этом ничего плохого не вижу. Наоборот, мне, как человеку, который посещает страну, очень приятно ходить в такие туалеты. Особенно приятно ходить вот в такие. Да, это тоже обычный общественный туалет, который находится на одном из живописных маршрутов страны. И он тоже бесплатный. Но это еще не все. Здесь, в Норвегии, находится самый красивый туалет в мире. До него, правда, ехать всего лишь 1058 километров, но когда ты хочешь в туалет, ты не такое расстояние готов покрыть. Ну что, по коням. Друзья, приглашаю вас с собой в большое туалетное путешествие к самому красивому туалету в мире. Для того, чтобы до него добраться, необходимо доехать до Северной Норвегии. Северная Норвегия — это обширный регион, который по пейзажам мне напомнил Канаду. Чтобы добраться до туалета, также нужно преодолеть полярный круг, что мы делаем и оказываемся в норвежском Заполярье. Просто прикиньте, я поехал в Заполярье ради туалета. Сам не ожидал. Спустя 1000 километров пути и почти 2 дня дороги мы у цели. Он прекрасен.
Это максимально смешно, потому что я проехал больше 1000 километров ради туалета, а он оказался закрыт. В общем, я сейчас тогда сбегаю в соседний лесок, вернусь и все вам расскажу. До сих пор не могу прийти в себя. Я просто хотел здесь зафиналиться, потому что мне кажется, что страна, которая заставляет тебя проехать 1000 километров ради одного единственного туалета, это очень многое объясняет. И могу сказать, что в Норвегии, кроме потрясающей природы, которая мне снесла в башню много раз, то же самое со мной сделала норвежская архитектура, которая настолько искусно вписана в окружающее пространство, в ландшафты, что ты просто не можешь отвести от нее взгляд. Точно так же вписан в пейзаж фьорда этот туалет в виде волны, который считается самым красивым в мире. И это также один из самых больших обломов в истории моих съемок, потому что если бы этот туалет работал, то выглядел бы он примерно так, что, согласитесь, сильно круче. Как вы видите, туалеты могут ломаться даже в таких странах, как Норвегия, например, что, в принципе, наверное, нормально. Короче, я предлагаю переместиться и продолжим. Привет! Мы на пароме. Здесь сильный ветер, и камеру может немного качать, но это не я, это Норвежское море. Так получилось, что Норвегия для меня была одним из последних бастионов. Я сюда очень хотел попасть несколько лет, и все никак не получалось. И вот, наконец-то попал, и совсем не разочаровался. То есть это страна потрясает и природой, и архитектурой. А то, что я показал, это маленькая часть. Здесь столько всего. Но особенно меня поразило и восхитило отношение и правительства, и людей, которые здесь живут, к будущему Норвегии, и к экономическому, и к экологическому. И это такой момент, которому, мне кажется, у Норвегии стоит поучиться. Ну а теперь буквально несколько таких практических вещей. Если вдруг соберетесь в Норвегию, то однозначно за один раз смотреть страну не стоит. Это слишком тяжело. У меня на машине есть статистика, которая показывает, сколько часов я провел за рулем. Так вот, за неполные 2 недели я проехал 4000 километров, что, в принципе, немало, но не очень много. Но я провел за рулем 75 часов, а это очень много, это изматывает. Поэтому я бы разбивал поездку на 2 или даже 3 части. Теперь эта страна совершенно точно один из моих фаворитов. И есть еще одна новость. Этот паром сейчас идет на Лафотенские острова, они уже видны. Это значит, что мое путешествие по Норвегии не заканчивается. Увидимся! I know I'm cheap, but I'm sold to whatever you're selling. I guess if truth be told, I tripped and I fell in over my head, even though I said I'm not looking for a lover. Sometimes I swear you're still in my stare. One of these days you're gonna blow my cover.